хотел вам рассказать про, про фоторецепцию. Это продолжение наших всех сенсорных разговоров. В первую очередь я хочу обратить внимание на то, что зрительный анализатор и фоторецепция, она уникальна тем, что она позволяет на таком реально безопасном расстоянии оценивать окружающий мир. Потому что свет распространяется быстро, свет распространяется далеко, если ему ничего не мешает. И он может однозначно говорить о том вообще, как выглядит внешний мир. Про это говорил Джеймс Гибсон. И он в том числе вот такую как бы строил модельку, выстраивал. И если представить это таким вот каким-то приемником света, в который приходит информация от разных частей зрительной сцены, там от дерева, от этой такой беседки, от движущегося объекта потенциально опасного, то это все отображается вот на этом фоторецепторе каким-то одним определенным образом в один определенный момент времени. Если переместиться в пространстве, если этот фоторецептор или эта поверхность, воспринимающая свет, переместиться в другом направлении, немножко сменит положение, то, соответственно, поменяется и конфигурация отраженного света, который падает на этот фоторецептор. И она однозначно окошко, окей, ага. И таким образом однозначно задает вообще зрительную сцену вот тот свет, который падает на этот фоторецептор. Значит, о чем еще говорил дополнительно Гибсон, когда говорил о зрительном восприятии и про оптическом строе, и про оптический строй, про экологическую оптику. Он говорил, что понять, как устроено восприятие того либо иного живого существа, можно, если проанализировать вообще структуру окружающей среды, в которой оно живет. Вот у нас в прошлый раз возник вопрос, а как же вот эта вот бедная рыбка, которая заплывает прямо в рот змее, почему она не реагирует собственно говоря, на этот на это опасное существо, которое его заманивает к себе прямо в пасть. А на самом деле вот так вот устроен мир рыбки, вот так вот она воспринимает, и вот так вот ее можно обмануть, и можно обмануть ее в том числе базовые какие-то защитные механизмы, которые не позволяют ей спастись из такой ситуации. Но опять-таки это то, о чем я сейчас говорил, обсуждая вот эту среднюю часть слайда. Градиенты текстуры дают необходимую и достаточную информацию о структуре зрительного окружения. Кроме того, Гибсон говорил о том, что для того, чтобы понять, как устроена окружающая среда, ее нужно активно изучать и извлекать информацию. Ну и опять-таки вернуться, если к этой средней части, позиция наблюдателя в данный конкретный момент времени однозначно определяет структуру зрительного окружения, важную для этого, собственно говоря, наблюдателя. И еще вот такие вот, значит, у Гибсона были заходы на то, чтобы пояснить, что вся структура зрительного окружения, она как-то однозначно может указывать на какие-то значимые места. И так вот то, как выглядит какие-то части окружающей среды, они однозначно направляют в том числе и активность животного. И вот, например, тоже то, как выглядит внешнее пространство, может направить нас в какое-то уютное убежище или животное, тоже от животного однозначно указывать на то, где можно найти укрытие. Понятно, что животные стали активно пользоваться зрением, коль скоро эта возможность появилась в процессе эволюции, и пользуются как разные виды позвоночных животных, так и беспозвоночные животные, как вот эти цепи. И, соответственно, в общем, зрительные системы разных животных приспосабливались к разным условиям. К жизни в воде,
к жизни в каких-то там в сумеречных условиях, вот это, скорее всего, та отправная точка, из которой начинала эволюционировать, собственно, зрительная система млекопитающих. Потому что они как раз вели такой, скорее, сумеречный образ жизни изначально. И, и глаза разных видов животных, являясь светочувствительными органами, они все устроены похожим образом. То есть, как правило, есть элементы, которые фокусируют свет, и задают его тоже какую-то направленность. Вот здесь здесь показаны глаза разных видов животных. И голубым цветом подкрашены, собственно говоря, как раз вот оптические элементы, которые позволяют фокусировать свет на светочувствительных элементах глаза. Ну а желтым показаны нервные элементы, которые воспринимают свет и переводят энергию света в энергию электрического импульса. А, как эволюционировала вообще фоточувствительность? И здесь опять-таки отметился довольно серьезно Детлеф Арендт, который в своей статье, которая будет на следующем слайде, сейчас да, вот эта статья на следующем слайде. Эволюция глаза в процессе эволюция глаза как результат разделения труда. Изначально Детлеф Арендт исходил из вот таких наблюдений, которые можно сделать на примере губок. Такие совершенно неподвижные животные, которые прикреплены снизу коралловых рифов. Размножаются они вот за счет того, что у них есть такие личинки, паренхимулы. И эти личинки, они обладают довольно любопытным поведением. Они могут двигаться, у них есть такой венчик, состоящий из отдельных ресничек. Эти реснички могут расслабляться, сокращаться, и, соответственно, могут двигать эту личинку. И у этих даже таких примитивных маленьких животных у них наблюдается уже довольно такое сложное поведение, с одной стороны, и оно меняется в процессе жизни. То есть на первых этапах, когда вот такая личинка выходит из выводковой камеры губки, она должна активно питаться, она должна двигаться к свету. И, соответственно, у нее наблюдается положительный фототаксис. То есть она оплывает препятствия и всегда движется к свету, где много планктона и можно чем-нибудь поживиться. Или там водорослей, которыми питается эта губка, личинка. А на более поздних стадиях развития, когда наступает момент уже перейти к оседлому образу жизни, наблюдается отрицательный фототаксис. Наоборот, животное начинает двигаться от света и заплывает под риф, и там находит место, где можно прикрепиться и, соответственно, начать уже такой взрослый образ жизни. И здесь у этих животных на самом деле есть уже все необходимое, вся молекулярно-генетическая основа, необходимая для того, чтобы приступить к развитию, собственно говоря, глаза. У этих, как я уже говорил, движение осуществляется за счет ресничек. И у этих ресничек, у части этих ресничек есть на самом деле зрительный пигмент, это белок, который поглощает свет и позволяет ему проникать только из одного направления. И таким образом задается направленность света. А кроме того, есть уже такой вот примитивный тоже или первый фоточувствительный белок, который, чувствуя свет, соответственно, влияет на движение ресничек.
Вот. Что же происходит? И таким образом эта клетка является такой м, многофункциональной. Она одновременно и чувствительная, и здесь же происходит изоляция света, а кроме того, она является еще и двигательной. Что происходит постепенно в процессе эволюции? Ну вот, м, судя по всему, происходит постепенная специализация. Если изначально все находится в одной клетке, то постепенно начинают выделяться клетки, которые обладают преимущественно моторной функцией, вот, а потом появляются эти клетки, еще начинают тоже как-то выделяться в отдельные органы, клетки светочувствительные. Ну и в конце концов они утрачивают двигательную функцию, и часть из этих клеток становятся пигментными, необходимыми для изоляции света, а другая часть становится фоточувствительными. И здесь интересно то, что появляется постепенно тоже такой специальный класс клеток, интернейронов, и их можно там смело даже уже вот в этом случае назвать зрительными интернейронами, потому что они реагируют на изменения света. Вот, и вот настоящий такой взрыв интернейронный, он, собственно говоря, происходит у обезьян. Такой, как бы, сейчас я делаю довольно большой шаг в сторону сразу а, низших приматов. Вот, и приматы являются предпочтительно такими зрительными животными. Они предпочтительно через фоторецепцию воспринимают окружающий мир. И поэтому неудивительно, что у них образовалось большое количество, и зрительная система развивалась в направлении специализации. И, и вот на этом слайде слева показана, собственно говоря, сетчатка. Там находятся фоточувствительные элементы, они способны воспринимать свет. Вот, потом показано в том числе вот цветом, показаны все те области корковые, которые заняты обработкой световой информации. Вот. И сигнал от сетчатки глаза приматов может как бы двумя путями идти в кору головного мозга, либо через латеральное через наружное коленчатое тело и в первичную зрительную кору, а с другой стороны есть вот такой вроде как альтернативный древний путь через верхние бугры двухолмия, э, подушку таламуса и потом уже в экстрастриарной области коры. Вот, и судя по всему, что по этому пути тоже может в том числе проходить информация, которая необходима для быстрой реакции на сложным образом организованные зрительные стимулы. А, То есть что мы здесь видим? Мы видим, что поскольку головной мозг, он как раз представляет собой такое сборище в основном интернейронов, которые помогают сложным образом комбинировать информацию, которая приходит, и анализировать, которая приходит с периферии, и переводить ее в необходимые моторные программы. Вот, то мы видим, насколько специализирована зрительная кора и зрительный мозг у приматов, для которых это очень важным является. Даже здесь вот видно, вот в передней части, это такая распластанная кора, вот, то есть ее специальным образом приготовили эм, так, чтобы было видно такое взаимное расположение областей относительно друг друга. Ну вот. Ну и нужно сказать, что к моторной коре примыкает еще тоже как бы такой отголосок зрительной коры. Это frontal eye field, это та часть мозга, которая отвечает за
программирования движений глаз у приматов. И это тоже очень важная функция, поскольку приматы обладают таким местом на сетчатке, в котором наибольше находится плотность фоторецепторов, фовия, то в этой части то нужно ее передвигать постоянно для того, чтобы иметь возможность детально анализировать зрительное поле. Ну вот, и важно управлять движениями глаз, и этим занимается в том числе кора наряду с другими структурами, стволовыми структурами мозга. Мы видим, как вот на правой части картинки, как соединены, как серьезно соединены между собой вот эти зрительные области, и бывает достаточно сложно разобраться вот в этом сплетении. Вот, но самое важное, что вот здесь нужно знать и помнить, что а, интернейроны, они позволяют строить сети. И сети разного уровня, которыми занимался в том числе Сантьяго Рамон и Кахаль. И он описывал в том числе такую одну из серьезных и интересных сетей – это сеть сетчатки. На ней коротко я хочу тоже остановиться, напомнить вам, как происходит, собственно говоря, формирование образа по глазу. Свет попадает на заднюю часть глаза, и, собственно говоря, здесь находится вот центральная ямка и сетчатка для формирования образа и для фокусировки образа на сетчатке существует специальный оптический аппарат. С одной стороны это роговица, а еще есть такая подстраивающаяся линза хрусталик. Вот. Ну и радужная оболочка со зрачком, они обеспечивают в том числе регуляцию количества света, которое попадает на сетчатки в зависимости от общих условий освещенности. Ну, еще мы знаем, что размер зрачка, в принципе, может коррелировать в том числе и с каким-то функциональным, эмоциональным состоянием животного. И для некоторых поведенческих реакций бывает важно тоже иметь дополнительную возможность управления количеством света, которое попадает на сетчатку. Вот, значит, свет проходит сначала через слой ганглиозных клеток, которые являются выходными клетками сетчатки, и они, собственно говоря, генерируют потенциал действия, который уже дальше проходит в систему. А для того, чтобы его сгенерировать, нужны все остальные части этой сети. В первую очередь важны фоторецепторы, колбочки и палочки, фоторецепторные клетки, вот, кончики которых погружены в пигментные эпителии, которые опять-таки обеспечивают оптимальное попадание света на фоточувствительные элементы и поглощает избытки его, препятствует тому, чтобы было рассеивание какое-то боковое, которое тоже может нарушать работу фоточувствительных элементов сетчатки. Вот. Анализ информации, которая я сейчас подробнее остановлюсь на том, как происходит трансформация, собственно, перевод энергии света в энергию импульса. Вот. Но вот собственно говоря, в обработке информации от фоторецепторов принимают участие еще горизонтальные, биполярные и макриновые клетки. И вся эта сеть нужна для того, чтобы сформировать как раз функционал ганглиозных клеток. Вот, значит, вот так выглядит, собственно говоря, фоторецепторные клетки, палочки и колбочки. Вот, у них есть внешние сегменты, в которых, собственно говоря, и происходит восприятие света. Есть внутренние сегменты, которые обеспечивают работу клетки. Ну а кроме того, выделяется еще и синаптическая терминаль,
которая нужна для передачи информации на другие элементы сетчатки. Вот. Ну, если тут касаться подробностей, вот в мембране палочек плавают такие вот диски, в которых, собственно, находится родопсин, белок, который способен воспринимать свет. Вот. Ну, кроме того, важно так хорошо заметные в теле клетки митохондрии, которые поддерживают энергетический баланс и обеспечивают энергию. Ну и, естественно, у клетки есть ядро. Ам, Значит, как выглядит, как работают эти элементы а, в разных условиях? Ну вот если посмотреть на примере палочек, то в темных условиях основная, они находятся в состоянии активации, клетка деполяризована, вот, и происходит выделение, собственно говоря, глутамата. Это осуществляется за счет того, что открыты натриевые каналы, вот, а родопсин, находящийся в мембране дисков, он в этот момент не активен. Что меняется, когда на мембрану диска попадает свет и он активирует родопсин? Натриевые каналы закрываются, клетка гиперполяризуется и, соответственно, прекращается выброс медиатора. Если посмотреть чуть детальнее на молекулярную машинку, как она выглядит в темноте и на свету, как она работает, то здесь вот понятно, что деполяризация, гиперполяризация клетки достигается за счет работы зависимых от циклического ГМФ натриевого канала. То есть в тот момент, когда родопсин не активен, трандусин тоже не передает информацию на фосфодиэтилэстеразу. Вот, и в клетке на самом деле за счет активности гуанилат-циклаза накапливается циклический ГМФ. Вот. И канал открыт, соответственно, внутрь проникают натрий и кальций, и клетка в этот момент деполяризована. Вот. Как только свет попадает на родопсин, происходит трансформация ретиналя и запускается вот цепочка событий, которые в результате приводят к снижению концентрации циклического ГМФ, вот, и, соответственно, к закрыванию канала. Происходит гиперполяризация клетки и прекращается, собственно говоря, выброс медиатора. Вот. Я хочу еще немножко повторить то, что мы уже рассматривали в введении к этим лекциям. Вот эти все механизмы молекулярные и сетевые, они позволяют на самом деле уже формировать достаточно серьезные свойства клеток, которые находятся в сетчатке. И эти клетки ганглиозные, которые передают информацию в виде серий потенциалов действий в мозг, они, собственно говоря, и послужили основой для того, чтобы была создана детекторная теория работы нервной системы и зрительной системы в частности. Вот. Вот в этой старинной работе на самом деле было показано, что для того, чтобы активировать ганглиозные клетки,
нужен адекватный стимул в виде движущегося такого маленького определенным образом оформленного объекта. Вот. И в прошлый раз я говорил, что вот важны запускающие стимулы, которые в зависимости там, от размера этого стимула может вызываться разного типа реакция у животного, и в зависимости от размера самого животного. То есть если в случае маленького червяка и большой лягушки вызывается реакция выбрасывания языка, то в случае большого червяка и маленькой жабы запускается реакция такого активного заглатывания пищи. Я говорил о том, что поведенческие реакции можно изучать с помощью разного рода стимулов, и таким образом пытаться определять, что вызывает поведенческие реакции. Ну и понятное дело, что вот здесь мы наблюдаем изменение параметров стимула, а здесь по ординате мы наблюдаем выраженность реакций. И если стимул адекватный, горизонтальная полоска, то когда она достигает оптимального размера, порядка 8 угловых градусов, то наблюдается максимальное число поворотов к этому стимулу. Одновременно можно, зная анатомию зрительной системы, можно начать регистрацию в зрительном тектуме, с поверхности прямо. И здесь заканчиваются, собственно говоря, волокна ганглиозных клеток, и можно с помощью специального микроэлектрода зарегистрировать активность волокон, приходящих в тектум и дающим начало обработке информации уже вот в этой структуре. И что здесь важно? Еще раз я хочу обратить ваше внимание, потому что на самом деле вот это понятие рецептивного поля, оно универсальное, уникальное, и оно на самом деле используется для клеток и мозга высших позвоночных. То есть мы говорим о той части, с одной стороны, связанной, той части сетчатки, той части элементов сетчаточных, которые связаны с одной ганглиозной клеткой. И они формируют тот пул нервных элементов, которые нужны для обработки какого-то конкретного места в пространстве. То есть из-за того, что свет фокусируется откуда-то издалека, он фокусируется на определенной части сетчатки, и таким образом формируется рецептивное поле определенного нейрона. В данном случае это ганглиозная клетка, а регистрация ее происходит вот здесь, в зрительном тектуме, с помощью микроэлектрода. И, как правило, рецептивные поля построены таким образом, что есть возбуждающий центр, по крайней мере, на таких примитивных стадиях обработки информации, и есть тормозная периферия. Это позволяет лучше оттенять, лучше контрастировать сигнал и детектировать действительно надежно те изменения, стимульной ситуации, которые проявляются в центре зрительного, в центре вот этого рецептивного поля. И, соответственно, есть разного типа нейроны с разного типа рецептивными полями. Они могут различаться по размеру, там 4 угловых градуса, 8, а есть такие, у которых достаточно большие рецептивные поля. И в зависимости от того, какой стимул попадает в центр рецептивного поля, и в зависимости от типа клетки, он попадает либо только в возбуждающий центр, либо в возбуждающий центр и на периферию тормозную. И, соответственно, такой стимул будет вызывать разного типа реакции у разного типа клеток. Например, такой вот большой квадрат, если он такого большого размера и одновременно стимулирует и центр рецептивного поля, и периферию,
то, соответственно, реакции он будет вызывать, ну вот, например, у этого четвертого типа нейрона он будет вызывать приблизительно одинаковую реакцию всегда. Вот. Тогда как вот для нейронов с более мелкими рецептивными полями и возбуждающими центрами, более точечными, вот будет такая вот, можно получить такую колоколообразную кривую, которая в том числе может называться кривой настройки этого нейрона-детектора. И она показывает вот оптимальный размер стимула. Он как раз вот должен быть, он, как правило, соответствует размерам угловым центра рецептивного поля возбуждающего. Вот. И для третьего типа ганглиозных клеток сетчатки оптимальным является стимул размером в 8 угловых градусов. Ну и, соответственно, в зависимости от того, какой тип нейронов, вот, и какой стимул, вот этот вот оптимальный стимул для того, чтобы вызывать поведенческие реакции, он у ганглиозных клеток разного типа вызывает приблизительно, то есть здесь нету нету как бы оптимального размера для этого стимула. Он одинаково хорошо, например, вызывает реакции, но на разном уровне в зависимости от размера и от типа клеток. Вот оптимальным является как раз вот размер то есть разного размера может быть длина и ширина этой полоски, вот, но она вот у второго типа клеток будет вызывать самую мощную реакцию. А, И опять-таки еще раз хочу напомнить, что с одной стороны, да, мы всегда как бы занимаемся такими корреляционными исследованиями, то есть мы активность нейрона коррелируем с той стимульной ситуацией во внешнем мире, а с другой стороны хотелось бы посмотреть, а как вот реакция этого нейрона встроена в поведение. И тогда можно попытаться простимулировать эту клетку, и вот даже она, будучи, собственно говоря, сенсорной, ее активность, она способна вызывать поведенческие реакции, которые вот типичны для такого пищедобывательного поведения жабы. Окей. Значит, как я уже сказал, вот эти самые первые эксперименты на лягушках, они показали, что существуют такие нейроны-детекторы, и позже в первичной зрительной коре Хьюбл и Визел проводили регистрацию активности одиночных нейронов. Вот, они работали на кошках, опускали электрод в затылочную область и отводили реакцию на зрительные стимулы. Вот. Что им удалось обнаружить, и это тоже легло в основу их исследований, которые привели в конце концов к Нобелевской премии. Вот, они обнаружили, что рецептивные поля устроены таким образом в клетках первичной зрительной коры, что оптимальным для них является такой вот стимул в виде полоски, определенным образом ориентированной в пространстве. Кроме того, желательно, чтобы эта полоска еще и двигалась, вот, потому что направление ее движения тоже играет важную роль. Вот, таким образом вроде появилась как надежда, что в первичной зрительной коре обнаруживаются те элементы, которые позволяют выделять границы зрительных объектов, и это может быть служить основой для первичного такого анализа. Вот. Ну и если смотреть на то, как, в общем-то, анализируются сложные зрительные сцены, то да, скорее всего, происходит какое-то сначала выявление грубое и тонкое границ зрительных объектов, они выделяются из фона,
идентифицируется, потом кажется разумным, что должна происходить категоризация и определение биологической значимости. Во всем этом принимают участие нейроны-детекторы. Это такие вот высокоспециализированные нервные клетки, которые способны избирательно определять, выделять в сложном сенсорном сигнале отдельные признаки. Вот. Ну и если смотреть, надеюсь, что у вас более-менее понятно, что происходит на этой картинке. Если смотреть на то, как анализируется информация в зрительной системе, то вот в первую очередь зрительное поле и отдельные объекты в нем как бы разделяются на разные характеристики. Вот. Свет как раз служит основой для того, чтобы разделить какую-то вот информацию об объекте на разные признаки. Формируются так называемые карты характеристические, карты характеристик, вот, и они могут быть даже локализованы в разных отдельных областях головного мозга и коры. Вот. Отдельно может анализироваться ориентация, и в основном информация о ней там в первичной зрительной коре обрабатывается. Отдельно анализируется цвет, отдельно анализируются размеры объектов и, например, расстояние до них. И для того, чтобы осуществить уже детальный анализ, вот, гипотетически формируется такая MasterCard, вот, или MasterMap, вот, на которой уже происходит в том числе выделение тех объектов, на которые стоит в настоящий момент времени обратить особое внимание. И здесь важную роль играет такое зрительное внимание, и зрительное внимание позволяет как раз детально анализировать уже какой-то конкретный объект. Вот. И я коротко хотел сейчас еще рассказать про то, ну, как работали с картами зрительного пространства и как их исследовали. А потом я предлагаю сделать короткий перерыв, и тогда следующую часть я расскажу уже после перерыва. Но до перерыва короткий такой рассказ. Значит, все началось с изучения, собственно говоря, ретинотопических карт зрительной коры началось довольно серьезное и объективное в тот момент, когда у русской армии в русско-японской войне появились вот эти винтовки Мосина Нагана, вот, которые обладали рядом характеристик, которые, соответственно, делали их таким вот довольно высокоточным нейрохирургическим инструментом. Во-первых, маленький калибр пули, вот, высокая скорость начальная пули. Ну а кроме того, это оружие было достаточно прицельным, поэтому можно было его использовать для точной стрельбы. Вот. Что происходило? Вот я когда эту картинку стал рассматривать, то обнаружил, что действительно, наверное, в тот момент, ну, во-первых, эта война велась такая достаточно на открытых пространствах, вот, и не было возможности тоже какие-то строить серьезные укрытия. Я вот обратил внимание, что вот когда, например, японский солдат перезаряжает винтовку, то он автоматически находится в таком положении, что у него приподнимается правое плечо, вот, и голова разворачивается немножко вот затылком как бы вперед. И действительно, вот большое количество ранений, оно вот, наверное, было связано вот с таким
в японской армии было связано как раз вот с таким положением тела. Вот. Очень часто можно было видеть входное отверстие пули, которое проходило через левое полушарие, через затылочную часть, и выходило ровно через затылок правого полушария, и одновременно еще задевало и плечо. Вот. И вот первым исследователем, который стал строить такие ретинотопические карты, был Тацуи Иное, вот, который был профессиональным офтальмологом, и в том числе у него была задача оценивать размер поражений у солдат, вот раненых, которые, ну, естественно, не все выживали в результате таких ранений, но те, которые выживали, их потом можно было тоже взять, в том числе и в освидетельствовании, а это нужно было для того, чтобы начислить размер пенсии этому солдату. И в зависимости от поражения, вот, он получал какую-то там от государства пенсию. И Иное разработал специальный прибор, вот, он подбирал, и с помощью которого он оценивал входящее, выходящее отверстие, вот, подбирал случаи, которые были похожи. То есть, с одной стороны, он работал как такой там чиновник, оценивающий, врач-чиновник, оценивающий поражение солдат, а с другой стороны, он работал еще как исследователь. То есть он подобрал какое-то количество случаев, очень похожих, вот, и опубликовал свою работу в немецком журнале, и там, собственно говоря, он выстроил карту пространства и поражений зрительного пространства вот в результате таких специфических ранений. Вот, и это было одно из первых исследований ретинотопической организации зрительной коры у человека. Вот. И потом похожими там с ранениями работал тоже Александр Романович Флурия, который уже более сложные описывал ситуации и более сложные ранения во время Второй мировой войны. Ну а сейчас на самом деле этого делать уже не нужно, привязываться к военным каким-то поражениям. Сейчас у нас есть картирование мозга, которое позволяет даже такие уникальные эксперименты делать, когда мать с ребенком, как вот Ребекка Сакса, может оказаться в томографе, и можно обнаружить области, которые одновременно активируются и, возможно, отвечают в том числе за какую-то эмпатию. Ну и это все становится возможным благодаря тому, что мозг обладает серьезной такой системой кровоснабжения, которая может локально меняться в зависимости от активности. Вот. И, соответственно, в кровеносной системе может накапливаться дезоксигемоглобин, который обладает другими оптическими свойствами, не такими, как оксигемоглобин. И вот такие места, где активируется мозг и конкретные колонки, либо та часть пространства, та часть коры, которая отвечает за определенную часть пространства, вот, это позволяет все довольно детально картировать мозг и получать в том числе ретинотопические карты коры у отдельных испытуемых. Давайте прервемся где-нибудь на 10 минут, а потом дальше я продолжу. Ну что, коллеги, 10:55, продолжаем дальше. Вот, и хорошо, чтобы как-то прицепиться к тому, о чем я говорил в первой части. Вот когда мы говорим про вот таким образом разделенный процесс обработки зрительной информации, вот, сначала свет, который отраженный поступает из зрительного поля, разделяется на отдельные
характеристики, которые присущи определенным объектам, вот, и световому потоку там в целом, вот. И потом уже позже, на следующем этапе, формируется представление, внутреннее представление об объектах, которые находятся как бы вот на такой мастер-карте. И то, как формируется вот это внутреннее представление, и является одной из центральных вообще проблем в современной нейрофизиологии зрительного анализатора. И когда мы говорим про внутреннее представление или внутреннее представительство объектов внешнего мира в мозгу, то возникает целый ряд вопросов. А как же вообще вот можно это все померить, как-то зацепить и понять вообще, как это все устроено в мозгу, и какие вообще характеристики специфические внутреннего представительства существуют вообще? Как, например, кодируется объект? Активностью одного нейрона или активностью нейронных ансамблей? Что важно для кодирования объекта и представительства его в мозгу? Это средняя частота разряда или временные модуляции частоты спайков? А кроме того, важным вопросом является вопрос о том, насколько стабилен или насколько стабильной либо изменчивой является вот это внутреннее представление внешнего объекта. Проблема здесь еще заключается в том, что когда мы ставим в нашем типичном таком нейрофизиологическом эксперименте, вот, мы, как правило, видим только какой-то короткий промежуток времени и наблюдаем за животными активность, в том числе клеточную регистрируем. И мы не очень хорошо можем понять, вот, как информация представлена на длительном промежутке времени. Но для того, чтобы все-таки как-то подступиться к вопросу и к возможности длительного наблюдения за активностью нейронов, в свое время Эдгар Дуглас Эдриан разработал метод экстраклеточной регистрации. Вот, и этот метод сейчас активно используется нейрофизиологами. Если раньше это была активность регистрировали с помощью отдельных электродов, вот, то сейчас появляется все больше и больше разных конструкций, которые позволяют одновременно отводить активность от большого количества нейронов. И здесь я как-то вот протягиваю такой мостик к той лекции, которую я читал про экстраклеточную регистрацию, вот, и про те возможности, которые сейчас у нас есть, и это вот разного уровня плотности силиконовые пробы, вот, и какая-то электроника такая сетевого вида, вот, в виде сетей. Вот. А кроме того, вот силиконовые пробы интегрированные, например, светодиодами, которые позволяют сочетать в том числе регистрацию активности с оптогенетикой. Ну вот я хотел просто на примере той работы, которая в нашей лаборатории идет, рассказать, напомнить коротко о том, как можно исследовать стабильную репрезентацию. Мы используем вот тот метод, который когда-то давным-давно появился в Лондоне. Ему уже там где-то порядка 50 лет, а сейчас появляются даже и коммерчески доступные образцы, которые можно использовать для хронической регистрации нейронной активности. Мы используем пучок микроэлектродов, который погружается в мозг, и кончики подходят близко к клеткам. Вот здесь показано качество регистрации, которое довольно хорошее.
приличное отношение сигнал к шуму, и мы можем выделять на одном электроде активность нескольких нейронов одновременно, используя метод главных компонент и анализируя форму спайка. Вот. И мы видим, что часто, что при регистрациях в разные дни форма спайка на определенном электроде меняется лишь незначительно. Вот. Амплитуда может меняться от дня ко дню, но тем не менее форма спайка она остается более-менее стабильной. И можно на самом деле посчитать, есть методики, которые и мы использовали, и используют другие лаборатории. Можно на основе как вот таких вот характеристик потенциала действия отводимого экстраклеточно, так и на основе спонтанного разряда, кросс-корреляции между разными нейронами, автокорреляционной функции. Ну, вот, можно на самом деле определить, насколько стабильно регистрируется активность одного и того же нейрона в течение нескольких дней. И сейчас ну, вроде вот пришли к тому, что такая вот стабильная регистрация, она действительно возможна, и все больше и больше появляется сообщений на эту тему. Естественно, такой инструмент можно использовать для того, чтобы долгое время регистрировать активность в разных стимульных ситуациях и таким образом изучать особенности внутреннего представления информации о внешнем мире. Значит, такие электроды, они еще хороши, пучки электродов, тем, что их можно в том числе идентифицировать достаточно хорошо в магнитно-резонансном томографе, в структурном МРТ и убедиться в том, что регистрация идет от той точки мозга, которая в настоящий момент интересна. Такие электроды и такие конструкции дают возможность работы с животными, которые бодрствуют и демонстрируют какое-то интересное поведение. Вот. Зачастую это бывают задачки идентификации и распознавания сложных образов. За правильные ответы животное получает подкрепление, а в экспериментах можно использовать такие достаточно сложные стимулы, вот, которые выглядят вполне себе натуралистично. Здесь я сразу хочу оговориться, и как бы мы это прекрасно тоже помним и осознаем, что то, что демонстрируется на экране животному, ну, с нашей точки зрения, может казаться натуралистичным стимулом или сложным образом организованным таким вот световым потоком, но вот, а с точки зрения животного это может быть совершеннейшая просто вот неважная вещь, которая где-то там вспыхивает почему-то на экране. Вот, и в этом плане интересно, что относительно недавно появилась такая статья, в которой авторы использовали, э, и это сейчас становится возможным, и из-за развития и компьютерной техники, и вычислительных методов, которые позволяют делать сложные модели. Вот в этой работе авторы обезьянам показывали такой динамический стимул, который представлял собой трехмерную анимированную голову обезьяны. И вот с помощью этого стимула авторам удалось вызывать четкие поведенческие реакции у обезьяны, потому что обезьяны часто или довольно серьезно завязаны на мимику контрагента, который с ними вступает в такую зоосоциальную коммуникацию. Ну вот, и, соответственно, угрожающая мимика, она может однозначно, она должна однозначно вызывать у животного такую мимику подчинения. И вот в этой работе авторы показали, что вот такой динамический сложным образом организованный стимул, он способен вызывать у животного, который сидит и наблюдает, смотрит на экран,
такую мимику подчинения, и это было хорошим доказательством, что тот стимул, который демонстрируется, он является биологически значимым и адекватным. То есть мы сейчас все серьезнее и серьезнее приближаемся к такой ситуации, когда становится возможным создание сложных виртуальных сред, в которых сред виртуальной реальности, в которых возможно предъявлять животным хорошо контролируемые, вот биологически значимые стимулы. Но если в самом простом случае, вот там много лет тому назад не было еще таких идеальных стимулов, вот, то можно попробовать протестировать классические реакции животных, и реакции нейронов тестируются просто вот большими наборами так называемых натуралистических зрительных стимулов. И что в такой ситуации можно померить? Можно померить реакцию нейрона на предъявление стимула, а потом попробовать сделать построить что-то типа кривых настроек. Вот если мы в случае с лягушками видели, да, как нейрон реагирует на размер стимула, то здесь нейрон реагирует на сложные зрительные стимулы. Непонятно, конечно, какая физическая характеристика вызывает его реакцию, вот, но тем не менее обнаружатся стимулы, которые так сказать, заводят нейрон, и стимулы, которые хуже заводят нейрон. И можно их отнормировать и выстроить от самого сильно отвечающего стимула до наиболее возбуждающего нейрон стимула и до такого стимула, который вызывает скорее тормозную реакцию. Вот. Ну и получается такие вот кривые настройки, и видно, что постепенно от одного стимула к другому реакция нейрона падает, и в каких-то случаях она снижается довольно серьезно и быстро, а в каких-то случаях это происходит медленно или она практически не снижается. И такие вот нейроны можно назвать широко настроенными нейронами, а нейроны, которые реагируют, скажем так, больше только на какой-то набор стимулов, вот, их можно назвать узконастроенными нейронами. Если сейчас говорить о стабильности реакции, то здесь заметно, что если анализировать перестимульные гистограммы и растерные диаграммы, то видно, где вот на растерных диаграммах каждая вертикальная черта – это, собственно говоря, один потенциал действия. Включение стимула и выключение стимула показаны вот этим серым прямоугольником. И видно, что в 2 дня регистрации нейрон одинаково отвечает на какой-то определенный стимул. Это все реакции одного и того же нейрона, но на разные стимулы. Вот, и немножко меняется, конечно, паттерн разряда. То есть где-то в каких-то случаях есть просто острый пик, нейрон реагирует на предъявление стимула парой-тройкой потенциалов действия. Где-то есть такая ярко выраженная активность долговременная на предъявление стимула, где-то меняется латентность. Вот, но в любом случае нейрон по-разному реагирует на разные стимулы. Вот, и можно использовать эти разные реакции и регистрацию в разные дни можно высчитать набор характеристик, который отражает активность нейрона и в том числе его вот настроенность на набор стимулов. И есть такой показатель, который называется глубина селективности. Он равен нулю, если нейрон отвечает на все стимулы одинаково, являясь как бы таким широко настроенным нейроном, и единицы, если нейрон отвечает на один только стимул. Ну и, соответственно, этот показатель изменяется в диапазоне от нуля до единицы. И его можно рассчитать для всего набора стимула, для всех реакций нейрона одного
для, например, первого дня стабильной регистрации и последнего дня регистрации. И это можно сделать для вот всех нейронов, которые удалось регистрировать длительное время. Вот. Ну и что здесь видно? На самом деле достаточно хорошо вот этот индекс селективности, который, вот, на мой взгляд, хорошо отражает настройку нейрона, он остается стабильным в течение всего времени регистрации активности. Ну вот. То же самое можно рассчитать еще для другого индекса, который немножко другие характеристики отражает, но тоже говорит о том, насколько нейрон селективно реагирует. Это то, что называется sparseness. И вот если посмотреть на растерные диаграммы, которые регистрировали, которые выстроены по реакциям нейронов в разные дни регистрации, то видно, что вот этот характерный паттерн реакций, он сохраняется для одного и того же нейрона длительное время. И вот, например, даже там тормозная пауза совершенно четко прослеживается в реакциях вот этого нейрона на этот определенный стимул. И здесь она тоже хорошо видна на перистимульной гистограмме. Регистрации проводились на 2 животных, и похожие были получены реакции. Ладно, это я, пожалуй, пропущу. Вот. Ну и можно провести еще дополнительный анализ, который будет учитывать как раз вот в том числе вот такую вот тонкую структуру изменения активности, изменения частоты разряда во времени, вот, и ее тоже стабильность во времени этих реакций, когда мы регистрируем активность одного и того же нейрона длительное время. Вот, можно построить на основе таких перистимульных гистограмм вектора, объединить их в матрицу, и эта матрица, она будет как бы отражать ответ, вот тонкую структуру ответа нейрона в один день регистрации и на один определенный стимул. Можно собрать такие вот вектора по разным стимулам и получить, соответственно, матрицу, где здесь будет время или там бин, вот, перистимульной гистограммы, в ячейке здесь стимул, то есть столбец – это бин временной, строка – это реакции на определенный стимул, ну и, соответственно, в матрицу забиваются все стимулы, которые регистрировались, и все реакции нейронов, которые регистрировались в данный день. Вот, и это можно сравнить для разных ситуаций, когда мы регистрируем активность 2 разных нейронов на 2 разных электродах. Когда мы регистрируем активность на одном электроде, но активность 2 разных нейронов. Вот, и как раз вот стабильность репрезентации представительства внешнего объекта в активности нейрона, когда мы регистрируем активность одного и того же нейрона в течение нескольких дней на одном и том же электроде. Ну и видно, что матрицы, коэффициенты корреляции рассчитанные вот для разных этих ситуаций, они выглядят немножко по-разному. Для разных нейронов все-таки заметно, что каждый нейрон индивидуальным образом реагирует на набор стимулов, и поэтому коэффициенты корреляции там практически равны нулю. Ну, вот. А для тех ситуаций, близко расположенные нейроны все-таки могут демонстрировать достаточно серьезное сходство в ответах на определенный набор стимула. Вот. А в той ситуации, когда мы регистрируем от одного и того же нейрона длительное время, то мы видим, что вот эти матрицы селективности ответов, они остаются стабильными, и коэффициенты корреляции достаточно высокими получаются. Вот, ну, и теперь как-то более-менее буду двигаться к завершающей части.
И на нескольких примерах еще покажу, как можно, собственно говоря, изучать стабильность представительства информации и где вообще важна зрительная информация и тот сигнал, который поступает от сетчатки и обрабатывается в головном мозгу. Вот такие хронически имплантируемые микроэлектроды, они могут еще использоваться одновременно и в ситуациях, когда можно изучать большие наборы, нужно изучать большие наборы стимулов, ну вот, и когда можно изучать, и когда хотелось бы получить еще и сигнал об активности всего мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. Вот, и в таких экспериментах становятся возможными в том числе эксперименты, когда с одной стороны, да, можно абсолютно параллельно регистрировать активность нейронов и МРТ-сигнал, вот, а с другой стороны, можно эксперименты делать и последовательно. То есть вы регистрируете сначала активность нейронов, а потом регистрируете активность на тот же самый набор стимулов или на ту же самую стимульную ситуацию, вот, и делаете МРТ, вот, с электродами, которые опущены вот у этого животного, но регистрация не проводится. Что позволяет перейти вот к такому как бы последовательному анализу данных и вот последовательному проведению эксперимента. Ну, например, тот факт, здесь, конечно, меленько получилась картинка, но когда вы регистрируете активность в нижней височной коре мозга обезьяны, вот, то вы можете это сделать на такой сложный стимул, каким является видео. Вот. И сейчас все более и более популярным становится действительно предъявление коротких видеофрагментов животному, где меняется как физические характеристики, вот покадрово изображение, так и появляется какой-то другой дополнительный смысл типа зоосоциальных взаимодействий, например, там в стае обезьян. Вот. И когда вы показываете такое видео животному много-много-много раз, вот, то нейроны, они, в общем-то, если вы стабильно их регистрируете, один и тот же нейрон, он определенным образом будет реагировать на все вот это вот видео. Он будет увеличивать частоту разряда, например, в те моменты, когда лицо появляется в видео крупным планом. Вот, или какие-то там животные каким-то образом взаимодействуют друг с другом. И вот то есть, если у вас стабильна вот такая регистрация, и если нейрон стабильно отвечает на предъявление видеофрагментов, то вы можете эти видеофрагменты показать в том числе потом в МРТ. Вот. И взять за основу активность отдельного нейрона, превратить это вот в такую модель гемодинамического ответа, а потом взять эту модель гемодинамического ответа для корреляции ее с гемодинамическим ответом, который регистрируется в МРТ. И получить картинку трехмерную того, как активируются воксели в связи вот с активностью данного нейрона. И коллективу авторов в Национальном институте психического здоровья удалось показать, что, например, если электрод локализован в одном из пэтчей системы, которая занята распознаванием лиц, то активность этого нейрона может хорошо коррелировать с активностью в других пэтчах, которые, опять-таки, вот эти пэтчи, они были зарегистрированы с помощью МРТ. Вот. Это такой довольно сложный анализ, позволяет соединить клетку определенную с активностью всего мозга. И что интересно,
что в некоторых случаях, даже несмотря на то, что клетка, казалось бы, находится в той области, которая ну, должна быть высоко в системе зрительной иерархии, активность этой клетки антикоррелирована вообще с активностью всей зрительной системы. То есть она занимается чем-то еще. Вот. Чем конкретно, может быть, не очень понятно, но на самом деле она как-то вовлечена в в работу других нейронных сетей, которые не связаны напрямую с работой зрительной системы. Вот. Ну и коротенько еще расскажу про восприятие лиц и про то, насколько вот важно для обезьян, для низших приматов и для человека в том числе тоже распознавание лиц. И это все, вся эта история начинается еще с того момента, как Чарльз Дарвин обратил внимание, что зоосоциальная коммуникация выстраивается в том числе благодаря способности воспринимать одного животного, жесты и какое-то эмоциональное выражение другого. Объективное изучение эмоций у человека вот в свое время проводил Дюшен, который с помощью электрической стимуляции вызывал разного типа эмоции на лице вот этого своего испытуемого, а потом характеризовал вот эти вот альбомы тоже, показывал их другим наблюдателям. Вот, и понятно, что, вот, например, обезьяны, они очень активно используют свое лицо для передачи эмоционального состояния и, скажем так, для управления поведением других особей. Мимика у обезьян разнообразна, и она, в принципе, во многом гомологична мимике человека. И это такой тоже очень важный канал передачи информации. И неудивительно, что вот в 1972 году, в следующем году будет уже полвека как, Чарльз Гросс обнаружил в нижней височной коре обезьяны нейроны, которые реагировали увеличением частоты разряда на предъявление лица. Через 20 лет вот после его первой работы Дэвид Перрет подвел такой промежуточный итог и показал, что вот нейроны, детекторы лиц могут быть расположены предпочтительно в в нижней височной коре и конкретно в ее передних отделах они сконцентрированы. Вот. И как раз нижняя височная кора, она является таким иерархически самым высоким уровнем обработки потока зрительной информации, который условно можно назвать «что», и его эти два потока, и поток «что» и «где» открыл в свое время Мортимер Мишкин. Вот, и как раз поток «что» и нижневисочная кора занимается распознаванием формы объектов. Вот, и здесь собирается как раз информация о том, позволяющая идентифицировать объект и определить его биологическую значимость. Но вот то, что лица действительно и информация о лицах локализована в нижневисочной коре, было показано Вонгом, в том числе с помощью метода оптического картирования. Был обнаружен такой вот локус, локус повышенной активности, который был связан с предъявлением лиц. И МРТ в экспериментах на человеке позволяет, собственно говоря, локализовать такую заднюю фузиформную область, которая тоже предпочтительно реагирует на предъявление лиц. Ну и если коротко совсем говорить о том, что же важно для распознавания лиц, какого рода информация там превалирует, вот, то одна из гипотез
говорит о том, что важным может быть усредненное лицо, то есть прототип. Наша нервная система из того потока зрительной информации, из тех столкновений с определенными объектами способна вытаскивать информацию о конкретном объекте, усреднять ее, вот, и постепенно из набора индивидуальных объектов формировать, собственно говоря, прототип. И этот прототип, он важен в том числе для распознавания лиц. Это такое, скажем, усредненное лицо. Вот, и можно построить от этого усредненного лица траекторию индивидуальностью к индивидуальным лицам. Это такое многомерное пространство, оно отнюдь не трехмерное. И промежуточные морфы можно использовать в том числе для проведения психофизических экспериментов на человеке и на животных. И было показано как раз, что вот этот вот прототип, он является такой ключевым моментом в организации всего стимульного пространства лиц. И если у вас есть такой достаточно серьезный набор стимулов, то его можно использовать для того, чтобы, с одной стороны, животное натренировать в эксперименте, а с другой стороны, посмотреть на реакции нейронов. И вот что показывают нам нейроны, что по мере продвижения от усредненного лица к индивидуальному и по мере движения дальше к карикатуре по треку индивидуальности нейрон постепенно увеличивает частоту разряда. То есть вот усредненное лицо действительно является таким ключевым стимулом или ключевым понятием, в том числе для кодирования информации о лицах. Ну и важно понимать, что есть разного типа нейроны, и нейроны часто реагируют не только на одно лицо, но могут в разных траекториях индивидуальности быть активны, но при этом есть еще и нейроны, которые реагируют, судя по всему, довольно активно на прототип. То есть, конечно, это гипотеза, и эти первые результаты, она требует еще подтверждения, но тем не менее, вот, и теоретики тоже, кодирование по отношению к образцу, к прототипу, вот эту возможность для кодирования зрительной информации они довольно серьезно обсуждают. Ну и вот если еще несколько слов сказать про то, как система распознавания лиц у обезьяны и у человека обнаруживается с помощью функциональной магниторезонансной томографии, то вот как раз в Нижневосточной Корее обезьяны, это показала Дорис Цао в свое время, существует такая система из нескольких пэтчей, таких локальных, небольшого размера областей, которые активируются специфически, когда животное смотрит на лицо, обезьяна смотрит на лицо конспецифика. Интересно, что такие вот такого рода реакции, такого рода нейроны-детекторы, они не только у обезьян обнаружены были, и у человека, правда, тоже такие регистрации проводились в определенных ситуациях. Вот. Нейроны похожим образом реагируют в мозгу у овцы, вот, они тоже реагируют на изображение вот овечьей морды, но здесь, похоже, важную роль тоже играет размер рогов, вот, и нейрон начинает все сильнее и сильнее разряжаться в зависимости от того, насколько велики рога у изображения, которое находится перед ним. Где еще важно зрение и важны зрительные нейроны? Но это вот как раз вот эта история с зеркальными нейронами. Это способность понимать, что происходит в пространстве перед животным. Вот, они находятся как раз вот в этой части мозга и реагируют специфически как на действия постороннего наблюдателя вот в определенной части пространства, так и на действия самого животного. И вот эти реакции зеркальных нейронов, они в том числе важны для операторской деятельности и для какого-то обучения.
и мы знаем, что обезьяны прекрасно способны управляться с внешними инструментами, и это все стало возможным из-за того, что в процессе эволюции серьезным образом развивалась как раз теменная кора, и в ней появились области с того момента, как м, позвоночные животные начинают пользоваться активно рукой, вот, передними конечностями, то начинается развитие одновременно и в теменной коре, и во фронтальной коре областей, которые отвечают за координацию глаз-рука. И это очень важное приспособление, которое позволяет оперировать во внешнем мире и ориентироваться на зрение, и с помощью зрения управлять моторными реакциями. М, э, что еще важно для животных? Я уже говорил, что с помощью мимики животные могут хорошо передавать эмоции, и здесь вот в игру вступает в том числе миндалевидное тело. Есть много работ, которые посвящены как раз вот регистрациям активности нейронов в ответ на предъявление, например, лиц и других сложных стимулов. Ну и вот одна из работ, которая была сделана в лаборатории Кати Гортард, она показывает, что очень важным стимулом является направление взгляда животного. Вот. И когда животное смотрит на другое там или видео, или на другое животное и устанавливает а, контакт глаза в глаза, то нейрон на самом деле начинает усиленно разряжаться. И здесь видно, что, да, что важно не просто, когда вот, например, животное-наблюдатель смотрит на какую-то другую часть лица, а посторонний наблюдатель смотрит на животное, вот, то этот нейрон не разряжается. Здесь фиолетовым цветом показана эта ситуация на перистимульных гистограммах. В ситуации, когда устанавливается как бы глазной контакт, но при этом посторонний наблюдатель смотрит куда-то в другое место, тоже реакции нету, либо она минимальна. И только в тот момент, когда устанавливается контакт глаза в глаза, нейрон начинает серьезно разряжаться. Вот. Таким образом, зрительная система, она может еще передавать информацию о направленности внимания постороннего наблюдателя, и это вот при таких серьезных социальных группах у низших приматов это тоже вот важный фактор, который нужен для а, а, адекватного поведения. Что еще? Ну и в финале я просто хотел еще обратить внимание на то, что зрение и зрительное восприятие, и работа высших центров зрительных, она может использоваться в том числе для изучения сознания. И в этом помогает такая парадигма, которая давно уже используется исследователями, которые работают как с человеком, так и с животными. Это парадигма binocular rivalry, такого межглазового соперничества, когда ее даже относительно просто можно воспроизвести в домашних условиях, когда в разделенные поля зрения подается на одни и те же места сетчатки, подается конкурентный физический стимул. И на самом деле в восприятии никогда не бывает вот такого смешения. Испытуемые в самых первых уже экспериментах всегда давали отчет о том, что они видят либо один стимул, лицо, либо другой, либо дом. Вот. И такие эксперименты можно на самом деле проводить и с животными. Обезьяну тоже можно натренировать, сигнализировать о том, что она видит в конкретный момент времени. И вот эти переключения, они довольно хорошо видны, и животное хорошо о них сигнализирует, и можно проводить одновременную регистрацию нейронной активности и в разных частях мозга, и на разных а,
стадиях обработки зрительной информации можно находить нейроны, которые будут, ну, как-то вот связаны, либо наоборот не связаны с такими вот субъективными ответами, ну, субъективными в кавычках, ответами обезьяны. То есть ответы о том, что сейчас активно, какая картинка активна в восприятии. Таким образом, подводя итог, можно сказать, что зрение – это действительно такой уникальный сенсорный инструмент, который позволяет нам активно взаимодействовать с внешним миром, оставаясь в безопасности, вот, получать детальную информацию о биологически значимых объектах и поэтому неудивительно, что эта способность так серьезно эволюционировала. Спасибо за внимание.